Творожные пасхи – настоящий праздник на пасхальном столе. Они такие простые в приготовлении, но нравятся всем, кто их пробует. Моя творожная пасха очень нежная, словно чизкейк. Она готовится на взбитых сливках с добавлением соуса англес с ванилью. Изюм предварительно замачивается в крепком алкоголе. Становится нежным и слегка пьянящим. В детском варианте алкоголь смело убирайте. Добавляйте в такую пасху любые сухофрукты, цукаты, орехи или шоколад. Вводите добавки в том количестве, которое нравится именно вам. Это идеальный праздничный десерт, ведь перед Пасхой хлопот всегда очень много. С такой Пасхой вы не потратите много сил и получите настоящий вау-эффект. Список ингредиентов к этому рецепту расположен в конце видео и в описании. Это канал Жизнь Вкусная, ставьте лайк видео, чтобы не потерять рецепт, и не забудьте подписаться. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко. Существует 4 основные технологии приготовления творожных пасок. Первое – это нечто наподобие сырковой массы, в которой творог смешивается с остальными ингредиентами и просто прессуется в форме. Второй вариант – это пасхи, которые держат форму благодаря желатину. Третий и четвертый вариант – это заварные пасхи. В одном случае используется в качестве основы уже готовый творог, а во втором случае используется молоко, кефир или сметана, и масса створаживается уже во время приготовления. Совсем недавно я делилась рецептом заварной творожной пасхи, и сегодня я хочу уделить внимание пасхе, которая понравится всем, кто любит глазированные сырки и сырковую массу. Также хочу вам напомнить про свой роскошный, пышный, воздушный шафрановый кулич. Ссылку на него и на творожную пасху я обязательно оставлю в инфобоксе. Давайте начнем готовить. Возьмите 800 граммов сухого плотного творога, который хорошо растирается. Так пасха получится нежной. Также приготовьте 80 граммов сливочного масла, 4 желтка, 250 граммов жирных сливок, 200 граммов молока и 200 граммов сахара. В качестве добавок я беру 50 граммов изюма и буду замачивать его в 50 граммах лимонной настойки. Для соуса англес возьмите ваниль или сахар с натуральной ванилью. У меня вот такой. А для отделки я возьму вот такие сахарные бусины. Начинаю приготовление с замачивания изюма. Заливаю его алкоголем и отправляю в микроволновку. Нужно прогреть изюм с алкоголем, пока жидкость не закипит. В моей печи на это уходит 1 минута. Оставьте изюм напитываться. Далее займитесь приготовлением соуса англес. Для этого влейте в небольшую кастрюлю молоко. Его нужно довести до кипения. Параллельно, присматривая за молоком, в удобной миске смешайте сахар, ванильный сахар или ваниль и желтки. Тщательно разотрите массу до однородности. Я делаю это при помощи венчика. Вы можете также воспользоваться лопаткой или просто ложкой. Теперь понемногу, продолжая помешивать массу, влейте в нее кипящее молоко. Этот процесс называется темперированием. Когда масса станет однородной, вылейте ее обратно в кастрюльку. Теперь нужно заварить ее. На небольшом огне, непрерывно помешивая соус, доведите его до температуры 80-82 градуса или до легкого загустения. Следите, чтобы масса не перегрелась и желтки не начали сворачиваться. Перелейте англес в миску, накройте пищевой пленкой в контакт. Нужно дать соусу остыть до комнатной температуры. Чтобы этот процесс шел быстрее, я ставлю миску на холодную водяную баню. Займемся творожной основой. Отправьте творог в чашу комбайна или протрите его через сито. К нему добавьте размягченное сливочное масло. Влейте соус англес, смешайте массу до максимальной гладкости. В принципе, если постараться, можно пробить массу и погружным блендером. А вот вариант с ситом для меня это очень нелюбимое занятие, и я стараюсь избегать его при помощи кухонных помощников по максимуму. Только посмотрите, какая красивая кремовая основа получилась. Хочется съесть ее прямо так. Переложите массу в глубокую миску. Будем сводить все ингредиенты. Отжимаю замоченный изюм и отправляю его в основу. Он стал мягким, нежным, очень ароматным. Холодные жирные сливки влейте в удобную для взбивания посуду. Нужно взбить сливки до кремового состояния. Делаю это я в таком вот ковше. В самом начале взбивания сливки обычно жидковатые, и когда я взбиваю их в миске, они нередко начинают разбрызгиваться. В высокой глубокой посуде такой проблемы не возникает. Взбитые сливки отправьте к творожной массе и аккуратно вмешайте их. Сливки облегчат структуру массы, она станет муссовой. Посмотрите, как это выглядит.
Для приготовления творожной пасхи вам потребуется специальная форма. Их можно запросто купить в любом супермаркете, в любом магазине, особенно в предпасхальное время, их можно найти без труда. Они бывают пластиковыми, бывают деревянными. В качестве альтернативной замены, если вы не хотите специально покупать форму, которой будете пользоваться раз в год, можете использовать дуршлаг, сито. У меня есть вот такой вот пластиковый пищевой контейнер, в котором я сделала дырочки и буду использовать его для приготовления пасхи. Очень подходящая форма. Установите форму для пасхи в какую-нибудь емкость, чтобы туда стекала жидкость. Проложите форму марлей или тонким агроволокном. Подойдет также какая-нибудь неокрашенная тонкая хлопковая или льняная ткань. У меня форма объемом 1,5 литра. Отправляю в нее всю творожную массу. Вы можете готовить пасхи меньшего размера, если у вас уже имеются соответствующие формы. Готовая пасха получится весом около 1 кг от 200 граммов. Загибаю края ткани на творожную массу. Слегка их натягиваю, обрезаю ножницами лишние края, если это необходимо, чтобы не создавать множество складок. Теперь нужно установить сверху груз. Для того, чтобы поравномернее распределить его вес, я укладываю небольшой кусочек ламинированного картона и уже сверху устанавливаю груз. У меня это каменная ступка. Оставьте пасху для оттока жидкости. Часа пол я держу ее при комнатной температуре, за это время жидкость уходит наиболее активно. Затем отправляю пасху в холодильник на ночь. Снимаю груз. Пасха хорошо уплотнилась, но дно немного покосилось. Я хочу, чтобы она стояла на тарелке ровненько во время подачи, поэтому аккуратно выравниваю донышко при помощи такого вот небольшого шпателя. Подгибаю края ткани еще раз и проглаживаю дно, чтобы создать гладкую поверхность. Посмотрите, какое теперь красивое и ровное дно у моей пасхи. Пришло время красиво подать ее. Я приготовила для нее такую вот красивую тарелку ручной работы. Если вам тоже она нравится, зайдите по ссылке в описании на сайт девушки, которая их делает. Там очень много красивой посуды. Переворачиваю форму с пасхой на тарелку. Снимаю контейнер и аккуратно снимаю ткань, чтобы не повредить саму пасху. Форму она держит, но если дернуть ткань излишне резко, можно отломить фрагмент. Нам это не нужно, поэтому извлекайте пасху не спеша. Будет обидно свести все старания к нулю. Ну что ж, моя нежная пасха из творога на сливках готова. Завершаю ее отделку сахарными жемчужинами. И пора угощать ею близких. Посмотрите, какая она красивая. А эти проступающие зернышки ванили так и манят попробовать ее быстрее. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Вкусного вам праздника! А в будничные дни этот рецепт пригодится вам, чтобы приготовить домашние глазированные сырки. Ставьте этому видео лайк, если не хотите потерять этот рецепт. Для следующего видео я приготовила вам вкусную творожную пасху в ППшном варианте, без сахара. Она будет очень вкусной. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. А для любителей сдобы я тоже приготовила кое-что интересненькое, поэтому обязательно подпишитесь. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».